Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero. Сегодня мы поговорим о чувствах, а точнее, можно сказать, о состояниях. О таких состояниях, как FOMO и JOMO. FOMO – это Fear of Missing Out. По-русски страх упущенной выгоды или страх упущенной возможности. А JOMO – это Joy, да, of Missing Out. Это радость отсутствия. Антон, скажи, ты вообще раньше слышал такие термины? Слушай, честно сказать, до того, как мы решили записывать этот подкаст, я не думал об этом и не слышал этих слов. Я испытывал, наверное, эти чувства, но я не знал, что кто-то придумал им название. Я почитала и узнала, что эти термины впервые употребил студент Гарвардского университета в школе бизнеса, то есть это даже не психолог. Но по моим ощущениям это такие психологические термины, можно сказать, они описывают наше психологическое состояние. Наверное, это связано с тем, что только занимаясь бизнесом, ты можешь в полной мере понять эти чувства и испытать их на себе. Да, конечно, в бизнесе употребляются эти термины, и всегда есть какая-то упущенная выгода, но я применяю это к своей личной жизни больше. Вообще, я узнала об этой теме в соцсетях. Многие мои коллеги часто обсуждали эту тему, что все страдают от FOMO, все преподаватели, я имею в виду, и как важно заземлиться, замедлиться, замедлить темп жизни и научиться наслаждаться моментом, потому что вот FOMO — это как, знаете, постоянная гонка. Мы все время спешим, бежим, торопимся, чтобы просто успевать за всеми, чтобы оставаться на том же уровне со всеми, с коллегами, знаете, с конкурентами и так далее. Ну, ты не опровергла, получается, мои слова о том, что испытывают это чувство, именно FOMO, люди, которые часто занимаются бизнесом, заработок которых непосредственно зависит от количества приложенных усилий и затраченного времени на результат. Преподаватели отлично подходят в эту группу людей, не обязательно быть владельцем корпорации, чтобы испытывать эти чувства. Да, конечно, но я здесь имела в виду, что, знаешь, дело не в том, что я боюсь, что я там не продам энное количество своих услуг, а я боюсь, что я там буду хуже своих коллег или буду хуже своих друзей, потому что они куда-то сходили, что-то узнали, а я этого не узнала. То есть я здесь больше про свои личные переживания, а не про количество денег в моем бизнесе. А разве быть хуже своих коллег – это не эквивалент зарабатывать меньше денег? Или это какая-то эгоистичная немного вещь, что ты хочешь именно знать, что ты лучше, неважно, сколько кто зарабатывает? Я думаю, что это очень сильно влияет на мою самооценку, в первую очередь. И это больше всего меня беспокоит, что если я точно знаю, что большинство коллег лучше, потому что там большинство коллег куда-то сходило, обучилось чему-то, выучило что-то новое, а я нет, то это сильно влияет на мою самооценку. А моя самооценка, конечно, уже влияет на мой заработок, да, но в первую очередь страдает самооценка. Я могу привести еще примеры, не касающиеся бизнеса и работы. Например, суббота. Ты решил, что ты будешь проводить время дома. Посмотришь фильм, может быть, почитаешь книгу, никуда не пойдешь. Но потом ты увидел в Инстаграме, что кто-то опубликовал фото и говорит: «Я вот в новом кафе, приходите, друзья, потусим, вместе что-то вот поделаем». И ты думаешь: ух ты, блин, я хотел быть дома, хотел посидеть, но туда же могут прийти все мои друзья. Если они все там будут, а меня нет, то я что-то пропущу. Вот это хороший пример
вот этого синдрома упущенной возможности. Такой бытовой пример. Да, слушай, я понял, я начинаю лучше понимать, о чем ты говоришь. Мне приходит еще в голову пример, как здесь в Дананге летом были соревнования, наверное, это можно сказать, международные соревнования по фейерверкам или фестиваль фейерверков. Разные страны, команды пиротехников из разных стран приезжали сюда и устраивали шоу. И мы очень многие из них пропустили. Мы пришли посмотреть только на полуфинал и на финал, кажется. Остальные мы только слышали громыхание, но никогда не видели их, потому что из окон не было их видно. И в какой-то момент, да, мы начинали переживать, как так, все наши друзья ходят, смотрят эти шоу, потрясающие фейерверки, а мы каждый раз сидим дома или гуляем где-то в другом месте. Да, очень хороший пример. И помнишь, Антон, в первый раз, когда мы собирались на этот фестиваль, в нашем общем чате мы с друзьями договорились, что мы все вместе встречаемся там и будем все вместе смотреть фейерверк. И что-то нам с тобой стало так лень, и вот почему-то, совсем не хотелось никуда идти. И мы не пошли, хотя договорились. И я помню, как мы с тобой переживали, что все будут смотреть фейерверк, а мы нет. Почему мы не пошли? Но при этом и не хотелось идти. И потом, после того, как все сходили на фейерверк, они начали писать, как там было неинтересно. Там было душно, слишком жарко, шумно, много людей. И я в этот момент почувствовала такое облегчение. Я так обрадовалась, что им не понравилось, а значит, что я ничего не пропустила. Я сделала правильно, что не пошла. Да, я понимаю, о чем ты. Но я бы, наверное, не сказал, что я слишком часто или слишком ярко испытываю эту эмоцию вот в таких обычных бытовых вещах. Поэтому я сразу не понял, что это может относиться и к личной жизни, вот этот термин. Хорошо, сейчас ты понял. И скажи, когда ты испытываешь этот синдром упущенной выгоды, есть у тебя такие примеры в жизни? Можно и личные, и профессиональные. Я бы сначала хотел сказать, что мне кажется, что фома испытывают люди в основном, наверное, тревожные. Или люди, которые, может быть, хотят кому-то что-то доказать, у которых, может быть, самооценка не очень высокая, и они стремятся чего-то достичь и, не знаю, закрепиться, самоутвердиться в какой-то области, вообще в любой, не обязательно в карьере. И, как я уже говорил, я уверен, что это касается людей, которые занимаются бизнесом. Именно вот что-то продают услуги, то есть их доход зависит от того, как много они сделают, как хорошо они поработают. Люди, которые получают фиксированную зарплату каждый месяц и, по сути, должны делать только достаточное минимальное количество, чтобы их не уволили или не отобрали у них премию, вряд ли испытывают такие чувства, только если они не в начале карьеры и не хотят прямо расти и приобретать новые навыки каждый день. И, положа руку на сердце, честно говоря, я думаю, что я не отношусь к такого рода людям, карьеристам, которые очень сильно стремятся добиться успеха. И я думаю, что я не очень тревожный человек, и у меня более-менее здоровая самооценка. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я довольно редко испытываю чувство фома. Что ж, а я часто, если честно, я часто испытываю это чувство, но я не согласна, что от этого страдают люди с низкой самооценкой. Я точно знаю, что у меня нет проблем с самооценкой, у меня нормальная, здоровая самооценка. Я часто испытываю это чувство упущенной выгоды, но мне кажется, потому что у меня стоят довольно амбициозные цели. То есть я задаю высокую планку для себя, которую мне трудно достичь. И поэтому я все время чувствую себя как в какой-то гонке. И я еще перфекционист. И я думаю, что это тоже влияет. То есть если я задала планку, я хочу достичь этой цели, и я хочу достичь ее идеально. Вот. Я думаю, что вот это причина моих проблем.
Во-первых, здорово, что ты признаешь, что это проблемы. То, как ты описала свой образ мышления, конечно, я тебе не завидую. И я бы хотел прокомментировать твои слова про самооценку. Ты только что, буквально только что, ты сказала, что ты, когда видишь, как твои коллеги посещают какие-то курсы, обучения, приобретают новые навыки, делают что-то новое в блоге, ты страдаешь, твоя самооценка страдает от того, что ты не делаешь то же самое. Ты говорила, что это дело не в финансовой выгоде, а именно в твоей самооценке. Вот, моя самооценка не страдает от того, что мои коллеги делают что-то, чего не делаю я. Я просто делаю то, что должен, то, что считаю нужным в данный момент, и не сильно смотрю на других. А ты как будто бы не так, ты очень много смотришь на своих коллег, и почему-то тебе не дает покоя то, что ты можешь в теории отставать. Хотя, может быть, это и не отставание. Я попала в ловушку, да? Ну, давай расставим все точки над «и». Смотри, во-первых, как преподаватель я не сомневаюсь в своей квалификации. Я знаю свои сильные стороны, слабые стороны и знаю, как их использовать. И мне кажется, это показывает, что у меня нормальная, здоровая самооценка. А во-вторых, я работаю на себя, и я работаю онлайн. Соответственно, у меня нет коллег, да, у меня нет команды. И мне кажется, поэтому я смотрю на других коллег в онлайне, потому что мне больше не на кого смотреть, а мне все равно нужна какая-то опора, не знаю, какой-то маяк, чтобы просто знать, что я двигаюсь в правильном направлении. Вот, поэтому, мне кажется, в моей сфере это будет ошибкой не смотреть на то, что делают мои коллеги. Хорошо, я понял. Просто в первый раз, когда ты говорила о том, что ты смотришь за тем, как делают твои коллеги, какие шаги в своей работе они предпринимают, я подумал, что ты начинаешь переживать из-за этого, из-за того, что ты делаешь не так. Ты сильно волнуешься, когда смотришь на своих коллег и видишь какие-то их успехи? Часто, когда у моих коллег есть успехи, я радуюсь, в первую очередь. Радуюсь потому, что мне это показывает, что значит у меня тоже может быть такой успех. То есть это в моей области, в моей работе это возможно. Но потом я могу немного расстроиться, потому что, например, я пробовала это делать, и у меня не получилось. В таком случае, да, это может меня расстроить. Но то, что я смотрю, помогает мне двигаться вперед, потому что благодаря успехам коллег я понимаю, что дело во мне. Это показывает, что я движусь в правильном направлении, но просто я делаю какие-то неправильные шаги. Но это можно исправить, да, и поэтому я радуюсь. В конце я радуюсь, но вот на всем протяжении этого пути, конечно, я испытываю разный спектр эмоций. Ну ладно, хватит обо мне. Антон, ты так и не рассказал о своих случаях, когда ты испытываешь вот это чувство упущенной возможности. Чаще всего я испытываю подобные чувства, хотя я раньше так их не называл, когда занимаюсь чем-то бесполезным. Самый свежий и, наверное, актуальный для многих людей пример – это просмотр коротких видео, шортсы на Ютубе или рилсы в Инстаграме. Это ужасно. Можно было бы отключить, удалить их навсегда из моей жизни, я бы с радостью это сделал. Я стараюсь контролировать как-то это, но это, знаешь, это сеть, она затягивает тебя. Эти дурацкие алгоритмы все время подсовывают тебе что-то интересное. И если я очень долго их смотрю, такое бывает нечасто, но иногда я ловлю себя вот в моменте, когда я прямо уже 15-20 минут просто вот лежу на диване и смотрю шортсы, я думаю, моя жизнь тратится впустую. Это время можно было бы провести куда полезнее. Я не думаю в первую очередь про работу, я думаю в целом просто про себя. Что вот это время точно потрачено впустую. Я не получил из этого ничего. Вот, наверное, это единственный свежий пример. А до того, как появились шортсы в роли активности, за которой я чувствовал, что не занимаюсь ничем, и моя жизнь идет в никуда, были сериалы. Но не хорошие, интересные сериалы, а именно какие-то плохие, не очень интересные, или те, которые я уже смотрел и почему-то смотрю еще раз.
Знаешь, Антон, мне кажется, это не очень хороший пример с короткими видеороликами. Чувство упущенной выгоды — это когда ты что-то не сделал и жалеешь об этом. Просмотры коротких роликов — это просто впустую потраченное время. Я думаю, что ты сожалеешь, что ты его потратил, может быть, непродуктивно в твоем случае. Но мне кажется, что это что-то другое. Слушай, ну если так, то, наверное, я тогда никогда не испытывал синдрома упущенной выгоды. Я думаю, что я в жизни все делаю правильно, и вся выгода течет прямо мне в руки, судя по всему. Потому что мне тогда не знакомо это чувство. Ну что ж, мистер Идеальность, тогда тебе остается прекратить смотреть видеоролики, и тогда в твоей жизни вообще все будет идеально, да? Просто видишь, я еще думаю, что сожалеть о прошлом — это довольно бесполезное занятие. А сожалеть о том, что ты в прошлом чего-то не сделал и упустил какую-то выгоду, как знаешь, сожалеть о том, что ты не купил биткоин в 2008-м, это настолько бесполезная трата времени, еще хуже, чем шортсы. В шортсах я хоть рецепты красивые нахожу. И поэтому я просто сам усилием воли, может быть даже, я стараюсь этого не делать. То есть я, во-первых, стараюсь не предпринимать таких шагов, о которых я потом бы пожалел, и не упускать возможности сразу. Например, если есть возможность попробовать что-то новое и интересное, я, скорее всего, пойду и попробую, чем просто отсижусь на скамейке запасных, знаешь. Но и плюс я стараюсь не сожалеть, даже если я какую-то возможность упустил. Потому что это лишний негатив, который просто вгоняет тебя в тоску. Ты знаешь, я думаю, что я в основном тоже все, что хочу, я делаю. Но это оказывается для меня проблемой, потому что я много чего хочу, и я уже просто устаю от того, что я подумала, это надо попробовать, может быть, мне это нужно. Я делаю, мне это оказалось ненужным, и я думаю, я зря потратила время. Ну вот видишь, да, у меня такого нету. Я либо попробовал и сделал, либо если не сделал, я об этом не переживаю. Может быть, это даже неправильно. Мне кажется, такие люди, как я, не добиваются успеха. Может быть, я слишком нормальный, чтобы целыми днями работать, обучаться всему новому, бояться упустить любую возможность продвинуться и развиться. Я просто очень обычный, видимо, человек. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я так сделан, я не могу это исправить. Слушай, Антон, но мне кажется, что ты просто, не знаю, рос в благоприятной семье. У тебя нет каких-то сильных детских травм. И твоя обычность — это просто твоя нормальность. Ты психологически и ментально здоров. У меня есть теория, что очень успешные люди в мире добиваются своего успеха благодаря своим дефектам. То есть у этих людей могут быть очень сильные детские травмы или сильно развитые психологические комплексы. Например, нарциссы или перфекционисты — это тоже, наверное, ненормально, это отклонение от нормы. И часто, мне кажется, это приводит к успеху. То есть, по сути, в процессе достижения своих целей эти люди, можно сказать, несчастны, они тревожатся, они постоянно вот в этом чувстве беспокойства, но они достигают больших результатов, чем условно нормальные люди. Ну, тут я, наверное, согласен. Хоть мне и хочется, чтобы это было неправдой, потому что в этом случае вообще непонятно, радоваться мне или грустить. Порадоваться тому, что я нормальный, полноценный человек, без каких-то проблем в голове, или погрустить из-за того, что моя карьера никогда не взлетит, и я не стану невероятно богатым и успешным. Я думаю, что если твоя карьера никогда не взлетит, то это просто не твой приоритет в жизни. И если тебе с этим нормально, то и не нужно переживать об этом. Ну, пожалуй, да. Я думаю, что карьера никогда не была моим приоритетом, и я работаю, чтобы жить, а не живу, чтобы работать. Вот я бы вот так назвал. Очень мудрая мысль, я согласна. И даже если мы работаем, чтобы жить, все-таки работа занимает
большую часть нашего времени. И, наверное, когда мы хотим добиться успеха, в первую очередь надо подумать не о цели, а о процессе достижения этой цели и будет ли тебе нравиться этот процесс. Короче говоря, главное, чтобы работа нравилась, мне кажется, потому что это очень большая часть нашей жизни. Да, конечно, я думаю, что вам очень повезло, если вам ваша работа нравится. Или если хотя бы она терпима, и вы относитесь к ней нейтрально. Потому что есть очень много людей, которые не любят свою работу, но делают ее только потому, что надо. И вот таких людей, конечно, жалко. Ну ладно, Антон, раз ты у нас такой специалист по спокойствию, можешь дать какие-то советы, как меньше испытывать чувство упущенной выгоды? Ты думал об этом? Может быть, ты можешь что-то порекомендовать? Ну, наверное, самое основное я уже сказал. Чувство упущенной выгоды всегда относится к прошлому, а в прошлое нельзя вернуться, и его нельзя исправить, поэтому нет смысла об этом переживать. Можно сделать выводы какие-то. Например, однажды в жизни ты пропустил фестиваль фейерверков или отказался от важного повышения на работе, потому что не хотел работать больше, а оказалось, что оно стоило того. Просто не делай такого в следующий раз. Ну, ты прям познал какую-то глубинную мудрость жизни. Я думаю, что главный спонсор моей мудрости — это то, что я в подростковом возрасте посмотрел фильм «Большой Лебовски» и слишком близко к сердцу воспринял вот эту вот гедонистическую философию. Забавно. У меня есть студенты, которым тоже нравится этот фильм, они мне рассказывали. Я думаю, что многие поймут твою отсылку. И, наверное, еще очень важно понять, чего вы хотите в жизни, какой вы видите свою идеальную жизнь. И достижима ли она, самое главное. Если она достижима, вы можете работать в эту сторону и просто предпринимать спокойные шаги. То есть жизнь — это марафон, а не спринт. И нет смысла на короткой дистанции бесконечно тревожиться, оглядываться назад, смотреть на других людей, что кто-то сделал это, а кто-то сделал то. Вы только загоните себя. Нужно медленно и вдумчиво день ото дня идти к цели. И не переживать, если сегодня вы сделали мало для достижения этой цели. Это все равно что-то. Я согласна. Я заметила, что когда я четко знаю, чего я хочу, то мне легче отказываться от чего-то, что мне не нужно, потому что я понимаю, что это не поможет мне. И в таком случае мне легче отказаться и не думать о том, что делают другие, сравнивать себя с другими. Я спокойна, потому что я иду к своей цели. Таким образом, FOMO уже не является такой страшной угрозой для человека, и человек остается лишь наедине с тревогой о том, чего он хочет в этой жизни. Да, но эти вопросы нужно задавать себе. А еще, мне кажется, важно помнить, что в соцсетях обычно люди показывают только хорошее. У них происходит и что-то плохое, есть неудачи. Просто они это не показывают. И не стоит думать, что у всех все хорошо, а вот у вас плохо. Нет, это не так. Да, то есть получается, вокруг вас в соцсетях очень много людей, у которых каждый день то у одного, то у другого происходит что-то хорошее. И это создает вокруг вас фон такой, что, мол, кто-то постоянно получает повышение на работе, какие-то премии, у них красивые корпоративы в красивых местах. Они ездят отдыхать в отпуске, покупают какие-то курсы и обучения, машины, квартиры. И вам кажется, что вы все это упускаете, что это проходит мимо вас. Но, во-первых, на самом деле, у каждого из них это было очень большое событие, и это происходит далеко не каждый день. И у вас такие события тоже есть, просто не в данный момент. А во-вторых, в соцсетях, как ты уже сказала, люди выкладывают только хорошее. И вроде бы мысль правильная, не нужно множить негатив и выкладывать в соцсети какие-то грустные новости. Но человеку, который смотрит соцсети, вам, каждому, нужно держать в голове просто эту мысль, что на самом деле у всех жизнь примерно такая же, как у вас.
И кто-то может смотреть на вашу жизнь и испытывать вот это чувство упущенной выгоды, думая, как у вас все классно идет, а вот у него-то ничего не получается. Я думаю, что это все когнитивные искажения. Да, отличное слово, когнитивные искажения. Согласна. Таким образом, мы приходим к тому, что фома или синдром упущенной выгоды, да, это что-то плохое, что-то, что загоняет вас в тревоги, в депрессии и в целом мешает вам жить. А что такое джомо тогда? Джомо — это радость от того, что ты ничего не делаешь. Это когда ты все понял, принял, ты успокоился, все куда-то идут, ты это видишь, но тебя это не беспокоит. Ты спокойно сидишь дома и наслаждаешься моментом. Наверное, по-русски это называется «жить в моменте», то есть оставить в стороне всю суету, все переживания, все стремления, поставить немножечко их на паузу и просто понаслаждаться самой жизнью, которая находится вокруг вас. Это хорошая вещь. Я думаю, если ей не злоупотреблять, то это очень хорошая и полезная практика. Слушай, а давай подумаем, а как достичь этого навыка? Я думаю, что это навык. Как прийти к этому состоянию, наслаждаться моментом? Вот я, к сожалению, не знаю, потому что, наверное, я все-таки родился с этим, и мне ни разу не приходилось проделывать путь к тому, чтобы понять, как к этому прийти извне, понимаешь? Многие люди пробуют медитировать, я не знаю, ездят на Бали, куда-то, в общем, в Азию сюда, чтобы просветиться, смотреть, как живут буддийские монахи, пробуют какие-то массажи, может быть, спа, что-то, что тебя расслабит, успокаивающую музыку, благовония. У меня мысли, конечно, попроще. Мне кажется, что первое, что можно сделать, это настроить уют в своем доме. Просто сделать дом приятным для себя местом. И тогда ты сможешь успокоиться и насладиться чтением книги, просмотром фильма. То есть это такая спокойная, ненапряжная обстановка. Не обязательно ездить на Бали, чтобы добиться этого, мне кажется. На Бали ездить точно не обязательно. Ты знаешь, у меня есть мысль, вернее не мысль, а воспоминания из детства, которые лучше всего характеризуют Джомо и то, как я его познал. Настолько яркое воспоминание, что я помню его до сих пор. Это было еще в мои школьные годы, летом, а лето для школьника это самое что ни на есть Джомо, часть его года вообще, самая беззаботная и спокойная. И ко мне в гости приезжал друг, и мы с ним и с моим братом очень много гуляли целый день и ночью. И в какой-то момент мы уже очень сильно устали, просто пришли домой, и пока мой брат сидел и играл в компьютер, мы с другом включили Pink Floyd через колонку, легли на спину на ковер и просто лежали, слушали музыку и чувствовали ветер из открытого окна. Просто ночной прохладный воздух дул на нас, и мы растворились вообще вот в музыке и в этой ночной свежести, в свежести ночного воздуха. Я помню это до сих пор, и если кому-то нужен совет, как расслабиться, попробуйте включить Pink Floyd и полежать, посмотреть на звездное небо поздно ночью летом. Должно сработать. Вообще музыка, да, это очень хороший способ расслабиться. И, кстати, природа тоже, мне кажется, очень помогает. Выезжать куда-то в лес, на речку, на озеро, на море и наблюдать, смотреть, попытаться соединиться с природой. И мне кажется, в этот момент все лишние мысли уходят. И вот это момент успокоения. Да, я думаю, это очень хороший рецепт. Многим людям помогают прогулки в лесу или рыбалка, например. Вообще, в целом, в русском языке последние несколько лет появился термин «информационный детокс», то есть детоксикация от информационного шума, который нас окружает каждый день. И это очень хорошая вещь. Да, если честно, для меня это обязательный компонент хорошего выходного, потому что я всегда на телефоне, я всегда веду переписку постоянно с кем-то в телефоне, и я очень устаю от этого.
И в выходной я обязательно убираю телефон и стараюсь туда не смотреть. И мне помогает это привести голову в порядок. И последнее, наверное, что хочется сказать, это вам нужно принять мысль, что вы точно не успеете сделать всего. У вас 0 шансов успеть на каждую активность, каждую посиделку с друзьями, пройти каждый образовательный курс или повышение квалификации по работе. Вы точно не успеете сделать все. А значит, не нужно пытаться даже, нужно расслабиться и делать то, что вы успеваете, а в свободное время получать удовольствие от жизни. Звучит очень сладко, Антон. Всем бы так жить, как ты говоришь. Ну все, друзья, мы подходим к концу. Я думаю, что мы широко обсудили эту тему, что такое ФОМО, что такое джомо и что делать, чтобы прийти к успокоению. И перед тем, как закончить, я хочу рассказать вам очень важную, радостную новость. У меня на Патреоне появился новый вид подписки. Я открыла разговорный клуб по нашему подкасту. Каждую неделю мы обсуждаем темы, которые мы с Антоном обсудили в подкасте. Таким образом, за одну подписку вы получаете доступ к выпуску подкаста, к скрипту с расшифровкой текста и комментариями ко всяким важным, полезным и интересным словам, которые мы здесь используем. Вы набираете полезный вокабуляр для обсуждения этой темы, а в пятницу вы приходите в разговорный клуб и делитесь уже своими мыслями на этот счет и обсуждаете их с другими людьми. А в моем телеграм-канале я публикую дополнительные интерактивные тесты на понимание содержания подкаста и на грамматику и лексику. Так что подписывайтесь на телеграм-канал и становитесь нашим патроном на Патреоне. Это правда очень большая поддержка для нашего подкаста. Я как учитель, и вы уже знаете, что перфекционист, стараюсь сделать все материалы и встречи разговорного клуба очень полезными. Ну все, друзья, большое вам спасибо. Пока-пока. До свидания. Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero.